Всем привет! Сегодня у меня снова рецепт замечательной вкусной итальянской выпечки. Будем готовить феодони, песочное тесто и нежнейший творожный крем, запеченный внутри. Это просто райское наслаждение. Феодони можно выпекать в виде большого пирога, а также в виде маленьких красивых пирожных. Вы только посмотрите на этот нежнейший пирог. Внутри воздушнейшая начинка. Посмотрите. Слышно, как лопаются пузырьки воздуха. И внизу тонкий слой песочного теста. Очень все ароматно, необычайно вкусно. Уверяю вас, такой нежный пирог с творожной начинкой вы точно еще не ели. И, конечно, также я вам покажу в разрезе, как выглядит маленькое пирожное. Песочное тесто и внутри нежнейший крем. Сначала приготовим тесто, и для него мне понадобится примерно 300 граммов муки. Муки, конечно, может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 2 яйца. Я использую яйца крупного размера. 80 граммов сахара. 60 граммов оливкового масла. Можно использовать любое растительное масло. Щепотка соли. 6 граммов разрыхлителя для теста. 1 чайная ложка экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром, либо ванилином. Если используете ванилин, берите на кончике ножа. И также мне понадобится цедра 1 лимона. В миску я разбиваю 2 яйца. Тесто готовится очень быстро и просто. Всыпаю сахар, соль, добавляю чайную ложку экстракта ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. Теперь натру цедру лимона, только вот эту верхнюю желтенькую часть. Тесто будет очень приятно пахнуть лимоном. Добавляю растительное масло. Хорошо перемешиваю. Просеиваю часть муки. Добавляю разрыхлитель для теста. Начинаю замешивать тесто. И постепенно буду добавлять оставшуюся муку. Продолжаю замешивать тесто. Слишком долго месить это тесто не надо, просто хорошо все соединяем. И надо, чтобы тесто было нежным, но вместе с тем не прилипало к рукам. Сейчас я вижу, что тесто у меня липковатое, поэтому я сюда добавлю еще немного муки. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно очень нежное, мягкое, но вместе с тем не прилипающее к рукам. Я добавила еще сюда 20 граммов муки. Сейчас тесто я перекладываю в чистый пакет. И отправлю его отдохнуть в холодильник, пока будем готовить начинку. И для приготовления очень вкусной начинки крема мне понадобится домашний творог. У меня здесь 450 граммов творога, который я уже протерла через сито. Этот творог у меня такой очень нежный, потом ближе я его покажу. Вообще для рецепта используется сыр рикотта. У меня здесь нет во Вьетнаме возможности купить этот сыр, поэтому я буду заменять творогом. Если вы можете купить этот сыр, значит используйте рикотту. Чтобы сделать творог более таким жирным, я добавлю 50 граммов жирной сметаны. Также мне понадобится 4 яйца, я использую яйца крупного размера, 100 граммов сахара, щепотка соли, буду добавлять в крем 20 граммов кукурузного крахмала. Лучше использовать именно кукурузный крахмал, тогда крем получится более нежный. Также мне понадобится экстракт ванили, 1 чайная ложка. Можно заменить ванильным сахаром, либо ванилином. И снова таки, как и в тесто, я буду добавлять цедру 1 лимона. Я хочу вам показать, посмотрите, вот у меня мой домашний творог, который я делаю сама.
Кстати, у меня на канале есть рецепт домашнего творога. И во Вьетнаме у нас просто творог не продается, поэтому мне приходится вот именно готовить его самой. И этот же творог я протерла через сито. Посмотрите, получилась вот такая очень нежная масса. Если вам неудобно протирать через сито, это довольно-таки трудоемкий процесс, можно измельчить погружным блендером. И чтобы творог сделать более таким жирным, я добавляю сюда жирную сметану. Хорошенечко перемешиваю, и я думаю, что вполне этот сыр, этот творог может заменить рикотту. У 4 яиц отделяю белки и желтки. Сначала буду взбивать белки. Добавляю соль и постепенно буду всыпать примерно половину сахара. Белки надо хорошо взбить в такие крепкие, устойчивые пики. В желтки я добавляю весь оставшийся сахар и также их хорошо взбиваю в пышную светлую массу. Теперь в эту массу я добавляю чайную ложку экстракта ванили и натру на терке цедру одного лимона. Опять-таки только желтенькую часть. Также во взбитые желтки я добавляю творог. Хорошо все перемешиваю миксером. Посмотрите, какая очень нежная масса получилась. Теперь сюда я просеиваю крахмал. Чем-то приготовление этого пирога мне напоминает приготовление японского чизкейка. Перемешиваю миксером. Вот такая масса получилась. И теперь миксер я убираю. Постепенно в творожную массу я добавляю белки. Я сейчас сначала добавлю немного белков и вмешаю их довольно интенсивно, чтобы эта масса вобрала в себя белки и стала более пышной. Как я уже сказала, рецепт удивительно похож на приготовление японского хлопкового чизкейка. Кому интересно, я обязательно оставлю ссылочку под видео в описании. Добавляю еще белки. И теперь уже бережно снизу вверх вмешиваю их в эту массу. И теперь эту массу уже отправляю во взбитые белки и перемешаю все здесь. Очень аккуратно, бережно перемешиваю. Посмотрите, какая начинка получается, и она полностью готова. Мой пирог я буду готовить вот в такой форме. Размер, диаметр формы у меня 20 сантиметров. Посмотрите, я уложила вот так вот пергаментную бумагу. Сделала вот такие 4 длинных листа, так как у меня форма эта неразъемная. И чтобы удобнее потом было достать пирог, я просто приподниму за эти листы бумаги. И также я еще хочу сделать небольшие пирожные феодони. Я их буду готовить в форме для маффинов. Точно так же я вырезала вот такие полоски из пергамента. Форму и большую, и маленькие я смазала слегка растительным маслом. Рабочую поверхность подпыляю слегка мукой. Выкладываю тесто. Также сверху подпыляю слегка мукой. И раскатываю тесто в круглый пласт. Толщина теста примерно миллиметра 3, не больше. Сначала я буду формировать большой пирог, а затем из обрезков буду делать пирожные. Посмотрите, я раскатала вот такой пласт. Он намного больше, чем размер моей формы. Видите, толщина пласта 2-3 миллиметра, не больше. Пласт теста я слегка подсыпаю мукой. Беру скалку и накручиваю тесто на скалку, чтобы удобнее было его перенести на форму. Аккуратно раскатываю тесто на форму. Поправляю, чтобы тесто хорошо легло внутри. Обязательно у теста должны быть такие свисающие края с формы. Теперь я беру ножницы и излишки теста обрезаю, но не слишком много.
Видите, я оставляю вот такие свисающие края. Таким образом я подготовила форму для большого пирога. Сейчас я беру обрезки, хорошенечко их подкатываю и также раскатаю в пласт. Я раскатала вот такой квадратный пласт. Как видите, тесто я тоже раскатала достаточно тонко, тоньше, чем на большой пирог. И сейчас фигурным ножом обрезаю края, подравниваю и разрезаю этот кусочек теста на 4 части. Приблизительно у меня получаются вот такие квадратики со стороной 10-11 сантиметров. И сейчас эти квадратики я аккуратно укладываю в формы. Можно слегка вытянуть вот эти вот краешки, уголки, которыми будем запечатывать начинку. Тесто хорошо прижимаем внутри, чтобы получилась хорошая форма у пирожных. Наполняю кремом. Сначала маленькие пирожные. Вы видите, какой нежный, пышный крем получается. Стараемся наполнять достаточно полные, потому что крем при выпечке он поднимется, а потом немножечко осядет. Закрываю пирожные кусочками теста, прикрываю. И весь оставшийся крем-начинку я отправляю в большую форму. И теперь аккуратно сверху на крем я выкладываю тесто. Посмотрите, приподнимаю края и укладываю вот таким красивым узором, как бы защипывая слегка тесто и делая рисунок. Очень легко, ничего не притапливая, а просто укладываю тесто. И сейчас всю эту красоту я отправляю в хорошо разогретую до 170 градусов духовку. У меня включен верх и низ духовки, а также режим конвекция. Примерно на полчаса. Затем я снижу температуру духовки до 150 градусов и буду выпекать еще 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Пирожные я достала из духовки. Посмотрите, как они красиво подрумянились, выглядят просто шикарно. Пирог я оставлю в духовке еще примерно на 10 минут. И посмотрите, при помощи вот этих полосочек из пергамента пирожные можно очень легко извлечь из формы. Пирожные я перекладываю на решетку, аккуратненько снимаю вот эти полосочки пергаментной бумаги. Сейчас, видите, начинка сверху немножечко оседает. Посмотрите, буквально через 10 минут я достала из духовки большой пирог. Он получился тоже очень красивый, сверху подрумянился. И посмотрите, вот такая дрожащая должна быть слегка серединка. Сейчас надо подождать, когда пирог немного остынет, чтобы его легче было извлечь из формы. Аккуратно я переношу вместе с моим супругом пирог на решетку. Посмотрите, он тоже очень легко достается таким образом. И чтобы он полностью остыл. Когда пирожные и пирог остыли, присыпаю их сверху сахарной пудрой. Друзья, посмотрите, какое великолепие получилось. И я вам хочу сказать, как будто пирог и пирожные мы готовим из одинаковых компонентов, но они по вкусу совершенно разные. Получается, когда пирог, очень много кажется, что крема и мало теста, а когда пирожные, кажется немного наоборот, чуть больше теста и меньше крема. И от этого ощущения вкусовые идут уже совсем другие. Я сейчас попробую. Реально, такая нежная, вкусная творожная начинка. Очень ароматная. Здесь аромат цедры лимона, ванили. Очень нежная, прямо такое впечатление, что лопаются пузырьки воздуха. Я уже не один раз сравнивала, когда готовила этот рецепт,
с японским чизкейком хлопковым. Это действительно очень похоже. Невероятно вкусно. Я всем рекомендую приготовить этот шедевр итальянской выпечки. Такой творожной начинки, такого творожного пирога, я уверяю, вы еще не ели. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!